Всем привет, за микрофоном Наемник. В этом видео мы поговорим об одной очень классной модификации на MiniDays Plus 1.2, а именно MiniDays Improved Visual. Данная модификация была опубликована в Reddit в разделе MiniDays, поэтому кому интересно, где можно узнать о различных проектах и их обсудить, то тогда переходите по ссылке в описании, а также ссылка на модификацию присутствует в моем Discord сервере и под видео в описании. Переходи и скачивай. MiniDays Improved Visual, в переводе визуально улучшенный. Данный мод сделан зарубежным комьюнити в целях, как ни странно, визуально улучшить, а также передать свой собственный образ игры в другом стиле. Думаю, что некоторые зрители, которые присутствовали или пересматривали недавний стрим, где я проходил данную модификацию, знают, чем же она уникальна и отличается от остальных модификаций. В первую очередь это само собой измененный полностью визуальный концепт игры, начиная от окружения, которое построено в виде какого-то огромного песочного острова, заканчивая измененными спрайтами некоторых обитателей по типу змеи, если что, это измененные волки, и как заключение разными изменениями внутриигрового кода. Но в общем игра приняла кардинально другой вид, который я лично ни разу нигде не видел, само собой кроме еще одного мода, но о нем в дальнейших видео. Так вот, игра сделана, насколько я понимаю, в виде острова, по которому ноги нашего персонажа разминают песочную поверхность всей местности. Само собой, раз уж зашла речь про местность, мы можем увидеть измененный стиль зданий из старого и мрачного на старый, мрачный и песочный, и это касается остальных зданий и объектов этой модификации. Также вы сможете наблюдать разнообразные модели и спрайты разных предметов, начиная от одежды, заканчивая оружием и патронами. Думаю, что все, кто хоть когда-то мечтал увидеть игру в теплых оттенках, теперь смогут это наблюдать. Само собой, кроме разных текстур игры, также был изменен дизайн разных кнопочек, вкладочек и прочего, что, честно говоря, меня удивило, так как, опять же, повторюсь, пока что я ничего подобного ни разу не видел. Если говорить об ощущениях, которые я получил от этой модификации, скажу, что несмотря на то, что мне нравятся в основном, скажем, текстуры в сталкерском стиле, мод не зашел на ура. Но скажу, что легче играть не стало, так как я уже или позабыл, как играть, или это что-то разработчики накрутили со сложностью игры. Короче, играть будет не скучно, а уж тем более при новом виде игры. Что насчет сложности игры? Был изменен спавн предметов, например, на заправках можно намного чаще находить бензин, намного реже можно встретить выживших, а уж тем более бандитов, и очень быстро можно найти любой огнестрел и военную экипировку, ну и так далее. Короче, выживание также примет немного другой вид. Также до конца не понимаю, почему же мод называется именно так. Хотелось бы, конечно же, это узнать от самих разработчиков. Ну что ж, думаю, обзор вам этого мода понравился. Надеюсь, что модификация стала для вас интересной, да и в общем продемонстрирует огромную работу разработчиков этого мода, за что им респект за проделанную работу. Ну а ты не забывай оценивать видео и не забывай поделиться этим видео с другими. А за микрофоном был я, Наемник. До скорого!